БАДы – это очень полезные и нужные добавки. Хочу, чтобы вы поняли, они приносят огромную пользу. Но тут важное дополнение, что они приносят пользу только тем, кто их производит и продает. Никому больше. Не позволяйте обманывать себя хитрым маркетологам. Они это старались делать всегда, поэтому раньше и говорили, что если ты хочешь хорошо питаться, то надо дружить с мясниками. Добра и мира всем, кто оказался на канале Антидот. И сегодня я предлагаю обсудить такой вопрос. Насколько достоверна та информация, что находится на этикетках продуктов, которые мы покупаем? И тема эта была навеяна комментариями к статье про ГМО в живом журнале, где я публикую свои текстовые версии. И в комментариях к этой статье разгорелась жаркая дискуссия. И одна женщина написала такую фразу. Это в какой-то степени шедевр, поэтому приведу ее дословно. А для нас, невежественных и дремучих противников прогресса, оставьте на этикетке обязательное оповещение о присутствии в продукте этих 3 букв. И эта фраза заставила меня вспомнить интересную историю, которая произошла со мной пару лет назад. Я был на бизнес-конференции в Лас-Вегасе и вечером познакомился с одним из ее участников, который остановился в том же самом отеле, где и я. И разговор, как обычно, зашел о том, кто чем занимается. И он рассказал мне, что он выпускает и продает офигенные БАДы для увеличения мужской потенции. И я так аккуратненько начинаю у него узнавать детали, что конкретно входит в состав этих БАДов. Ну, если это, конечно, не секрет. А он пытался отделаться общими фразами, но мое умение косить под дурачка, знание психологии и выпитое им изрядное количество алкоголя не дали ему уйти от конкретных ответов, и он проболтался. В общем, суть бизнеса у чувака следующая. Он заказывает из Китая селдинафил, тот самый, что продается в Штатах только в аптеках и только по рецепту под брендом Viagra за $25-30 за таблетку, упаковывает его как биологическую активную добавку для усиления мужской потенции и продает на заправках по $10 за штучку. И, конечно же, в списке компонентов пишет красивые слова типа корень женьшеня, ягоды годжи, витамины и все такое. Я спросил про цифры, где и почем продает, и пришел в ужас. Продает он в среднем 50-100 таблеток в неделю на примерно 4000 заправок по всей стране. При марже около 50%. Говорит, что этим уже занимается 10 лет, а деньги вкладывает в недвижимость. И это все происходит в Штатах, а не в какой-нибудь Анголе. Причем я-то знаю механизм действия Виагры. Это ингибитор фосфодиэстеразы. Она в сочетании с определенными препаратами, так называемыми донаторами азота, может привести к летательному исходу. И я его спрашиваю, а если проверят, ведь ты на упаковке пишешь одно, а на самом деле состав совсем другой? На что он мне отвечает. Ну да, это бывает редко, только вот из-за таких вот подобных ЧП, но суд длится долго, и даже если запретят, то потом просто раскручиваем другой бренд и все по той же самой схеме. Я его спрашиваю, подожди, то есть составу, что написано на упаковках БАДов, верить нельзя? Он на меня так смотрит, как будто я ему задал вопрос типа, а можно ли верить политикам? И прямым текстом мне отвечает, что все, что ты читаешь на упаковках в составе того или иного продукта или БАДа, можно игнорировать. Все пишут, что хотят, и никто не проверяет достоверность. Государство в лице FDA проверяет и строго контролирует только то, что продается в аптеке по рецепту. А все остальное, от БАДов до продуктов питания, никем не контролируется и не проверяется. И я, конечно же, сначала не поверил, но поставил себе в памяти такой восклицательный знак и по приезду изучил, что и как. И вы не поверите, пришел к выводу, что он был прав. Той бумажкой, где якобы написан состав продукта, даже потереться нельзя. Там жесткий клей. И я не знаю, как для вас, но для меня этот факт стал настоящим шоком. Как теперь жить? Кому теперь верить? Предположим, вы решили сесть на диету, пришли в магазин и ищете себе там низкокалорийный йогурт. Как вы думаете, там кто-то будет контролировать, что он на самом деле содержит в себе только заявленные 0,5% жирности, а не 5 или даже все 10? Ведь у производителя дилемма.
сделаешь действительно нежирный, с половинкой процента жирности, он будет не такой вкусный, как у конкурента, который также напишет на упаковке, что там только 0,5% жира, но поставит туда, допустим, 10. Потому что жирность улучшает вкус. Почему вы думаете, чизкейк вкуснее морковки? Там больше жира. И кто, как вы думаете, должен контролировать то, что пишет производитель на своей упаковке? Да никто. У государства нет такой службы, которая проверяла бы абсолютно все продукты, которые находятся в продаже, на предмет того, чего и сколько на самом деле производители туда поместили. И кто-то, возможно, скажет, ну а как же нет? А Роспотребнадзор или другие подобные им надзорные службы в других странах на что? Я не знаю, кого и как часто они на самом деле проверяют, но точно знаю, что в период моей работы врачом было не просто купить настоящие дорогие антибиотики из-за того, что было много подделок. И специально недавно говорил на эту тему с коллегами, и они говорят, что ситуация в принципе не изменилась. И сразу вопрос, как вы думаете, действительно ли Роспотребнадзор или какие-то там другие еще службы проверяют жирность в йогурте, если в аптеках можно купить дорогие лекарства, а там в лучшем случае будет аскорбиновая кислота? Ведь это очень дорогие и долгие исследования. То есть, по факту, единственное, что заставляет известные бренды писать более или менее достоверную информацию, это только их репутация. Причем не перед вами, потребителями, а перед конкурентами. Они легко могут договориться с надзорной службой, в крайнем случае извиниться и сказать, что вот эта партия йогуртов с завышенным содержанием жира или сахара попала в продажу совершенно случайно, и заплатить штраф, если потребуется. Но они знают, что их конкурент может заказать исследование в независимой лаборатории и потом заплатить за то, чтобы средства массовой информации эту информацию распространили, и тогда, может быть, фитоняшки перестанут покупать бренд конкурента и перейдут на продукт компании, в которой действительно 0,5% жира, и вот которая это все затеяла. Но какие средства на это надо затратить? И притом еще не факт, что это все сработает. Поэтому в большинстве случаев смысла этого делать нет. Лучше никого не трогать, и тогда тебя никто не будет трогать. На этом поле лучше не воевать. Иначе ведь потом и за тобой будут следить. Бизнесмены не дураки. Они знают, когда нужно гасить друг друга, а когда лучше договориться и писать на упаковке то, что хотят видеть те, кто платит деньги. А про маленькие, локальные, никому неизвестные компании речь вообще не идет. У них тут полная свобода творчества. Они могут писать все, что посчитают нужным про состав продукта, про список ингредиентов, про их количественные характеристики, белков, жиров, углеводов, соли и так далее. Абсолютно все, что хотят. И, конечно же, они не пишут всякую муть. Они придерживаются некого общепринятого стандарта, но не больше. И эпопеей всего этого безумия мы видим надписи типа «без холестерина на растительном масле», «без ГМО на бутылках с водой», 100% натуральный на упаковках с химическими соками и тому подобное. И если я не прав, то приведите мне список компаний, которые были оштрафованы или закрыты за нарушение закона о фальсификации качественного или количественного состава в описании своих продуктов. Закон понятно, что есть, но есть ли оштрафованные компании? Или вы думаете, что все они кристально честные? Из этого я делаю простой вывод. Все эти этикетки с составами и энергетическими ценностями – это лишь для того, чтобы дать возможность производителям загрузить в нас информацию о их продукте так, как выгодно им. Опять же, это мое персональное мнение, я его никому не навязываю. Но вы лучше мне не верьте. Изучите вопрос сами. И начать можете с исследования, которое сделал в 2013 году New York Times. Они посчитали калории у известных брендов типа Starbucks, Subway, и у них расхождение в цифрах было где-то на 10-15% от заявленных. В то время как, купив обычный диетический бутерброд в магазине неизвестного бренда, расхождение в калориях было в 2 раза. Было заявлено, что в нем около 250 калорий, а при измерении оказалось 550. И таких видео на просторах ютубов очень много.
Ссылка на это конкретное исследование, о котором я сейчас говорю, будет в описании этого видео. И, кстати, там же будет описание, как можно получить в подарок ценную книжку. Теперь про БАДы. Думаю, что про них надо сказать несколько слов отдельно. БАДы – это очень полезные и нужные добавки. Хочу, чтобы вы поняли, они приносят огромную пользу. Но тут важное дополнение, что они приносят пользу только тем, кто их производит и продает, никому больше. Практически все БАДы предназначены для выкачивания денег из населения. Это огромный бизнес по одурачиванию необразованных людей. И если вам не жалко ваших денег для своей компании любимой, которая производит ваши любимые витаминки, и вы их уже употребляете долгое время и чувствуете себя все лучше и лучше, то это ваше право, куда потратить свои деньги. Просто имейте в виду, что все, что написано на этикетке, что якобы содержится в этих витаминках, никем не проверяется и не контролируется. По определению, это ведь просто пищевая добавка. Это не лекарство, чтобы производить клинические испытания, титровать и контролировать дозу. По моему мнению, БАДы в основной своей массе – это неизвестные никому, кроме производителя. И хорошо, если хотя бы нейтральные или безвредные вещества типа аскорбиновой кислоты с приписанными им волшебными свойствами. Думаю, надо будет сделать отдельный выпуск про БАДы и рассказать и про непрямой обман, когда заявленное действующее вещество действительно присутствует в этой добавке, и оно вроде бы и полезно нашему организму, но оно практически не всасывается в нашем кишечнике, или как всасывается, точно так же и выводится, потому что особой нужды организм при сбалансированном питании в нем не испытывает. Поэтому лучше потратить деньги на то, чтобы добиться сбалансированного питания в своей жизни. Кстати, в США, в Канаде и во многих странах Европы реклама БАДов запрещена по телевизору. Угадайте с одного раза почему. Я вам просто предлагаю свое мнение, а вы уже решаете сами. Деньги ваши. Можете написать в комментариях, если вы думаете иначе. И если я вас еще не убедил, что цифрами с пищевой ценностью верить вообще не стоит, и ориентироваться на них можно с погрешностью в лучшем случае 50-100%, то могу сказать еще несколько слов про саму систему расчета этих цифр. И системе, по которой считают пищевую ценность продуктов, уже больше 100 лет. Это так называемая система Атватера. И тогда это делали так. Клали еду в калориметр и поджигали. И экспериментаторы замеряли градусником, сколько тепла отдает тот или иной горящий продукт. И чем выше температура, тем выше калорийность продукта. И набив руку на поджогах продуктов, Атватер выяснил, что в среднем в 1 грамме белка 4 калории, в грамме углевода тоже 4 калории и в грамме жира 9 калорий. И к середине прошлого столетия по его методу были составлены таблицы калорийности почти по всем продуктам. Однако пищевая ценность – это совсем не то же самое, что и калорийность. У угля тоже есть определенная калорийность, однако он плохо усваивается, а значит крайне важно еще определить и усваиваемость продукта. Поэтому вводят поправочный коэффициент. А по умолчанию считается, что белки усваиваются на 85%, жиры на 94%, а углеводы почти на 96%. Но это средняя температура по больнице. Сколько чего конкретно усваивается у вас, на этикетках не написано. И это основной косяк. И также эту систему постоянно критикуют и за то, что она, например, завышает калории необработанных продуктов и занижает калории обработанных. И не буду ради экономии времени моего уважаемого слушателя углубляться в вопрос о том, почему это происходит при таком подсчете. А любопытные сами могут изучить этот вопрос подробнее. Итак, мое мнение по этому вопросу следующее. Делать вывод о покупке того или иного продукта, основываясь на надписи на упаковке, нет смысла. И общий посыл этого выпуска остается в нашем ключе. Все подвергайте сомнению и не позволяйте обманывать себя хитрым маркетологам. Они это старались делать всегда, поэтому раньше и говорили, что если ты хочешь хорошо питаться, то надо дружить с мясниками.
Но я бы сказал так, что надо дружить со всеми, но главное, надо дружить со своей головой и использовать ее не только для того, что в нее есть. И тогда все, что вы будете в нее есть, принесет вам энергию, здоровье и хорошее настроение. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!